Приветствую вас, коллеги! Вы на канале Веселый Инженер. Если вы когда-нибудь держали в руках пожелтевшие советские чертежи, так называемые синьки, вы наверняка чувствовали трепет. Это не просто бумага. Перед вами зашифрованное послание из прошлого, наполненное странными треугольниками, непривычными буквами и строгими линиями. Для современного инженера с его 3D-программированием этот лист кажется реликвией. Но поверьте, за каждым росчерком пера здесь скрывается гениальная, кристально чистая технологическая логика. Хотите узнать, как эти знаки заставляли работать гигантские заводы как единый механизм? Раньше каждое ведомство чертило так, как ему вздумается. Начинался хаос. И тогда была создана единая система конструкторской документации, или, как вы ее знаете, ЕСКД. Это был не просто свод правил, это был настоящий монолитный государственный закон. ЕСКД стала эсперанто для миллионов людей, от конструкторов КБ до токаря в холодном производственном цеху. Этот язык не допускал двойных толкований и ошибок, но чтобы заговорить на нем, нужно было знать базу. А начинается она с самого простого, но важнейшего элемента. Посмотрите на эти линии. Видите, как контур детали буквально выпрыгивает на вас с плоского листа. Это не случайность. В нашей школе толщина основной контурной линии должна была быть строго в 2-3 раза толще вспомогательных и размерных. Деталь обретала объем и плотность, а лишний визуальный шум уходил на задний план. Ваш мозг мгновенно считывал геометрию. А теперь присмотритесь к надписям вокруг этих мощных линий. Заметили в них нечто особенное? Этот шрифт – легенда. Строго выверенный наклон ровно в 75 градусов. Это не эстетическая прихоть, а точнейший физиологический расчет. Именно при таком угле рука человека, быстро выводящая буквы тушью, обеспечивает максимальную четкость. Толщина каждой линии зависела от высоты буквы до десятых долей миллиметра. Текст на чертеже должен был пережить десятилетия в архиве и оставаться читаемым даже на плохой копии. Но что делал конструктор, если его рука дрогнула, и в этот идеальный шрифт закралась ошибка? Да, раньше чертили тушью по кальке. Обычный ластик здесь был бессилен. Он только размазывал все в грязь. В арсенале каждого инженера было безопасное лезвие. Им, словно скальпелем микрохирурга, аккуратно соскабливали засохшую тушь, снимая практически микронный слой бумаги, но не протирая ее насквозь. Затем это место полировалось кусочком обычной кости, чтобы новая тушь не расплылась кляксой. Это требовало колоссальной выдержки и внимательности. А теперь давайте перейдем к тем самым загадочным символам, которые сегодня ставят в тупик многих современных инженеров. Но вы никогда не окажетесь в этом тупике, если изучите мои закрытые видео на Boosty. Там я простым и доступным языком отвечаю на самые сложные технические вопросы, от понимания чертежей до сложных сборок и регулировок редуктора ведущего моста автомобиля. Заходи, ссылка будет в первом закрепленном комментарии и описании. Знакомая картина. Целая батарея равносторонних треугольников на контуре детали. До начала 70-х годов так обозначалась шероховатость, то есть частота поверхности. Это была простая и гениальная, понятная рабочему система. Чем больше зубьев или треугольников у знака на чертеже, тем ровнее и глаже должна быть стальная поверхность в реальности. От одного треугольника до 4. Но как токарь понимал, какую именно шероховатость от него требуют, если под рукой не было определенного прибора? Вся поверхность делилась на 14 классов частоты. Один треугольник – это грубая деталь, словно обработанная напильником, где борозды видны невооруженным глазом. 3 треугольника – это уже аккуратное чистовое точение. А вот 4 треугольника с цифрами 10 или 12 – это зеркальный блеск.
для валов гидравлики или точных приборов. Вы не почувствуете там неровности даже под душечками своих пальцев. Однако прогресс не стоял на месте, и треугольникам пришлось уйти в прошлое. Но знаете, что пришло им на смену? На смену треугольникам пришли те самые знаменитые галочки, которые мы используем и по сей день. Но и они не так просты. Если над галочкой замкнутый кружок, значит поверхность остается в состоянии поставки. Снимать металл нет необходимости. Например, это ковка или литье. А если под знаком появилась палочка, готовь резец или фрезу. Здесь нужно снимать стружку. Эта крошечная деталь на чертеже полностью меняла технологический процесс. Но главная магия крылась в буквах рядом со знаком. Два короля шероховатости. Параметры RA и RZ. RA – это среднее арифметическое всех микронеровностей. Он отлично работает для большинства деталей. Но RZ – это измерение по экстремумам, 5 высочайшим пикам и 5 глубочайшим впадинам. Почему это так важно? Потому что для деталей под огромной нагрузкой даже одна микроскопическая царапина может стать эпицентром усталостной трещины и просто разорвать вашу деталь на куски. Поверхность мы подготовили. А как теперь собрать две детали вместе? Среди старых инженеров был популярен термин «система дырки» или «система основного отверстия». В чем же суть? Сделать идеальное отверстие очень дорого, во всяком случае было в те времена. Нужны были точные сверла, зенкеры и иногда даже развертки. А вот проточить вал на токарном станке под нужный размер легко и достаточно дешево. Поэтому отверстия принимали за константу, а характер сборки задавали только изменением толщины вала. Это экономило стране миллионы рублей на режущем инструменте. И на чертежах это отображалось особым, ныне уже забытым алфавитом. На старых чертежах вы не найдете современных допусков вроде H7 или G6. Там правили бал кириллические литеры. Буква А означала основное отверстие. А вот дальше начиналась магия валов. S – скользящая посадка, D – движение, P и маленькая r – прессовая. Токарь видел букву и без всяких таблиц понимал, в плюс или в минус ему нужно увести размер вала относительно номинала. Давайте посмотрим, как это работало на практике, например, с буквой Х. Если мастер видел на чертеже маркировку посадка Х, он знал, деталь должна сидеть неплотно. Обязательно нужен микроскопический, но строго гарантированный зазор. Вал во втулке должен вращаться свободно, как по маслу. Более того, этот зазор физически необходим, чтобы туда проникала смазка и образовывала тот самый масляный клин, защищающий металл от износа. Да, это был тончайший расчет. Но что делать, если конструкция требует обратного, чтобы детали просто срослись практически навсегда? Тогда на сцене появлялась надпись PR – прессовая посадка. Это был сигнал. Вал должен быть физически больше отверстия на несколько микрон. Или соток. Собирать такой узел придется под колоссальным давлением гидравлического пресса или сильно нагревая корпус. Металл врезался в металл, образуя монолит без единого болта и сварного шва. Надежность была, скажу я вам, абсолютная. Но чтобы деталь выдержала такое напряжение и не смялась, ее нужно было правильно закалить. Как же это показывали на чертежах советские инженеры без лишних слов. На старых чертежах можно заметить утолщенную штрих-пунктирную линию, идущую прямо вдоль рабочего контура детали. Например, как здесь указано на этом рисунке, который вы видите, на зубьях 6. Это тайный знак локальной термообработки. Надпись рядом гласила «Закалить токами высокой частоты» или, как вы знаете уже из производства ТВЧ, на глубину 1,5 мм. Это значило, что поверхность зуба станет твердой, как алмаз, и не сотрется, а сердцевина детали останется вязкой, чтобы ваша шестерня не лопнула при сильном ударе или циклических нагрузках. Деталь готова и идеально.
Но кто же возьмет за нее на себя ответственность? Мало просто выточить деталь, нужно было поставить на ней свою подпись на века. Технические требования обязательно вписывали «клеймить по ГОСТ». На металл стальным клеймом выбивали номер партии, а рядом ставили заветный треугольник с буквой «К». Печать отдела технического контроля. Спустя 30 лет работы в турбине самолета по этому клейму можно было поднять архив и узнать, из какой плавки сделана эта деталь и кто конкретно стоял за станком при ее производстве. Железная дисциплина. Но как всю эту информацию уместить на одном листе? Секрет в изящных упрощениях. Зачем рисовать 10-метровый вал целиком, если он на всем протяжении одинаковый? Конструктор применял элегантную сплошную волнистую линию обрыва. Длиннющая деталь на чертеже визуально схлопывалась до компактного размера, освобождая место для важнейших узлов. При этом размерное число всегда указывало истинную подлинную длину. Ничего лишнего, только суть. А как быть с тем, что вообще спрятано внутри металла? Невидимые контуры – это был высочайший пилотаж пространственного мышления. Посмотрите, как изображалась внутренняя глухая резьба. Штриховые линии точно указывали, где заканчивается нарезка и начинается просто просверленная пустота или недорез. Студент мог запутаться, но для опытного производственника этот чередующийся штрих читался как открытая книга. Чертеж вел за руку по всему технологическому процессу. И это подводит нас к главной особенности тех лет. Советский чертеж – это вещь в себе. В нем закладывалось абсолютно все. Вам не нужно было открывать десятки дополнительных файлов на компьютере. Размеры, шероховатости, материалы, допуски, термическая обработка, покрытие, правила сборки – все это находилось здесь на одном листе бумаги, в блоке технических требований и спецификаций. Это был юридически и технически исчерпывающий документ, готовый к запуску в производство практически сию минуту. И это породило феномен, которому завидовал весь мир. Благодаря этой жесточайшей, но гениальной стандартизации инженер из Ленинграда мог передать чертеж на завод во Владивосток. И там не задали бы ни единого вопроса. Изображения, знаки, уклоны и шрифты были абсолютно идентичны. Никаких местных так называемых диалектов или корпоративных стандартов. Деталь, выточенная на одном конце огромной страны, идеально стыковалась с деталью, собранной на другом. Так в чем же кроется главный секрет, который мы сегодня так боимся потерять? Секрет в том, что старый чертеж – это не просто набор линий. Это истинный язык инженера, язык логики и ответственности. И чем лучше вы понимаете его диалект, эти забытые классы частоты, системы отверстий и штрих-пунктирные тайны, тем выше ваша ценность как современного профессионала. Умение читать прошлое позволяет безошибочно проектировать будущее. Внедряйте эти знания, коллеги, и пусть ваши чертежи всегда будут безупречны. А у меня на этом все, друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и дизлайки. И всем добра. Пока-пока.